Всем привет, доброе утро. Я сейчас нахожусь на самом популярном, самом красивом, самом замечательном, самом большим и четвертое по глубине озеро в Татрах, и называется оно Морское Око. Озеро находится в долине Рыбий поток и расположено у подножья Мингушевецких вершин. Самая высокая из вершин — это Мингушевецкий щит Велкий, высота 2438 метров. Сейчас над ним вот там вот как раз пролетает воздушный шар. Сначала я пойду в сторону Шпигласового верху по дороге, обозначенным желтым цветом. Там поднимусь на 400 метров и покажу озеро сначала с той стороны. Потом спущусь, обойду озеро и поднимусь на черный став под рысами, который находится с противоположной стороны. Сейчас я иду маршрутом, обозначенным желтым цветом, который ведет на Шпигласовый верх, но подниматься туда не буду. Я поднимусь на высоту 400 метров и засниму озеро оттуда с видом на рысы. Черный став под рысами как раз таки находится с той стороны, его отсюда не видно, но когда поднимусь, будет тоже отличный вид на Морское Око, только уже с противоположной стороны. Погода просто замечательнейшая сегодня. Нет ни одного облака, летают воздушные шары, уже несколько штук видел. Очень позитивное настроение. Когда идешь в горы и когда пасмурная погода, сразу все как-то по-другому, все как-то очень грустно. А когда хорошая такая погода, как сейчас, просто смотришь на эти горы и поднимается настроение. Очень красивая панорама открывается. Видно, как там уже собирается народ возле приюта. Сейчас еще по времени рано, и я думаю, через часа два там будет очень много людей, и ходить по этому озеру тоже будут. Ходить гораздо удобнее сегодня, приятнее. Снег уже стал плотнее, но все равно вот есть такие дыры. Тут если не вступишь куда-то мимо дороги, то есть шанс провалиться на метр, а то и дальше. Тут вот такой пик интересный, такой острый, в виде конуса. И там вот сошла небольшая лавинка сейчас. Погодка сегодня просто вау, из-за этого настроение просто супер. Мне еще показывают по карте идти полчаса и чуть больше 200 метров подниматься. Как приду туда на точку, сделаю себе перерыв. Очень странно, но по ощущениям, чем выше, тем теплее воздух. Как будто внизу был такой ледяной, зимний, а здесь вот такой весенний, приятный, теплый. Чуть-чуть поднялся ветер. Ну вот уже показалось солнце. Я пока тут. Чуть-чуть дольше, чем я ожидал. Сегодня довольно лавиноопасный день. Вчера был 3-й уровень. Угроз сегодня не смотрел, вроде остался тот же. Поэтому не буду долго здесь задерживаться. Сейчас дойду до точки и пойду вниз. Ну вот я и добрался. Дальше дорога на Шпигласову Бжелыч, Шпигласовый верх. А я сейчас иду вниз. Вот такая тут панорама. Видно Морское Око. Потом дальше открылся вид на черный став под рысами. То озеро почти целиком видно отсюда. Также открылся вид на рысы. Насколько я помню, высота 2504 метра, словацкая часть, или 2505, польская 2501, и это самая высокая гора Польши. Здесь ее прекрасно видно. Чуть-чуть виден Шпигласовый верх. О, там уже тот приют подсвечивает солнце, людей чуть-чуть больше стало. Отсюда еще такими маленькими кажутся, как муравьи прямо. Я подумал, в принципе, что я буду обходить там сейчас.
Лучше срежу так время, хоть и сэкономлю. А назад уже пойду тудой. Обойду немного. Видны рысы. Вершина не так хорошо, как оттуда было. Но иногда, когда смотришь туда, там видно какой-то сильный ветер, и кажется, что она дымится из-за того, что ветер сдувает там снег. И выглядит это как будто какой-то дым там. Еще одна особенность этого озера, вот в отличие от других озер, здесь оно окружено таким лесом. Это европейская кедровая сосна. И на других озерах такое не заметишь. Там из-за того, что выше, более бедная растительность. Это озеро находится на высоте еще довольно такой низкой, примерно 1400 метров над уровнем моря. И такое, в принципе, увидишь, наверное, только тут. Вот здесь такой ледник образовался. Но он уже такой подтаявший, мокрый. И здесь вот течет вода. Но людей уже заметно больше. Глубина этого озера 51 метр, что делает его четвертым в Татрах. После первого Великий Став польский в долине Пенчестав. Второе это то, куда я сейчас иду. Черный став под рысами. Причем Черный став под рысами это четвертое по глубине озера в Польше, в принципе. А это четвертое в Татрах. А длина берегов у этого озера почти 2500 метров. Само озеро раньше тоже называлось Рыбьей, как и эта долина, потому что здесь много форели. Но ловить ее нельзя, кормить ее нельзя, купаться здесь тоже в этом озере нельзя. Вообще в любом озере в национальном парке ничего делать нельзя, только смотреть на него. Почему его переименовали в Морское Око? Потому что там была какая-то легенда, которая гласит, что это озеро какими-то подземными путями было соединено с морем. Я не знаю, с каким, наверное, с Балтийским, потому что оно самое близкое отсюда. Короче, что-то такое. Дошел ближе к Мангушевецкий щит Велки, но он кажется просто огромным. Скоро будет подъем к озеру Черный Став под рысами. И я помню, там был водопад летом. И этот водопад, он, не знаю, сейчас он есть или замерз. Зимой сюда стоит съездить, когда ты еще поснимаешь центр озера. Тут прям снизу такой неприятный ледяной ветер. У меня уже замерзли губы практически. Наверху такого не было. Вот Черный Став под рысами, куда я сейчас иду. Подъем занимает 30 минут. Воздух холодный, ужас. Хоть подъем и занимает 30 минут, но он очень резкий. И сейчас придется приложить усилия. Я сюда уже иду не первый раз. Поэтому знаю. Все-таки слышно водопад этот. Чуть-чуть видно, что там льется вода. Совсем мало. А так он почти полностью замерзший. Здесь, кстати, стоит крест. Вот оно. Тут уже есть и тропа. Как я уже говорил ранее, это озеро второе по глубине в Татрах и четвертое в Польше. Его глубина 76 метров. И свое название Черный Став оно получило от того, что имеет такой
черный оттенок, особенно это видно хорошо летом. Сейчас, понятное дело, нет, это озеро полностью замерзшее. Так, ну вот, морские около с противоположной стороны. Есть круассан. Начинаю спуск. Тут можно видеть, какой он крутой. Подошел к этому водопаду поближе, но не сказать, что он полностью замерзший. Все-таки где-то наполовину. Как раз то, о чем я говорил, что то озеро соединяется с этим озером. И тут такой небольшой брод. Главное сейчас не провалиться в эту воду. Есть все-таки места, где озеро еще не замерзло. Это вот с этой стороны. С этой стороны озера прям полоса препятствий, очень низко иногда висят эти ветки елчи. Ну вот и все, дамы и господа, пора прощаться. Напишите, как вам понравилось видео, как вам понравилось это озеро, горы вокруг, атмосфера, и до скорого.